В качестве нижнего слоя, то есть в качестве подкладки, я буду использовать подкладочную тафту. Из нее я крою полусолнце по заранее просчитанным радиусам. Если вы новичок, для всех новичков просчет радиусов, просчет расхода материала будет в конце видео. А пока для более опытных мастеров я объясняю весь процесс пошива, то есть сейчас будет подробный мастер-класс по пошиву. Также я остановлюсь на важных моментах, связанных с раскроем. Итак, из тафты, из подкладочного материала я выкраиваю полусолнце нужной мне длины и выкраиваю пояс, также нужной мне длины и нужной ширины. Я складываю кромка к кромке, вот таким образом по длине весь свой отрез. От этой точки, это будет у меня центр, от которого я буду откладывать первый радиус, а затем второй радиус. Итак, как вы уже поняли, я откладываю первый радиус. Так, у меня радиус первый по просчетам 21, минус мой припуск на шов. Из этого 21 я вычитаю 1 сантиметр, то есть размер припуска. Если у меня припуск, допустим, 1,2 или 1,5, значит я должна вычесть вот эту цифру 1,2 или 1,5. У меня 1, поэтому 1 сантиметр я вычитаю. Сразу строю радиус, давайте еще назовем его радиус первый рабочий. Итак, все время я откладываю 20 сантиметров. По линейке замеряю, в эту точку ставлю нолик и здесь останавливаюсь возле 20 и строю дугу. Теперь откладываем радиус второй тоже вот из этой же точки, подобно радиусу первому. И выкраиваю. Теперь я беру, чуть-чуть приутюживаю, делаю ножницами небольшую такую засечку, как бы галочку. Теперь вот эту линию, только что заутюженную, я кладу к синей линии, чуть-чуть приутюживаю на уровне боков и тоже делаю небольшую засечку длиной где-то 5-7 миллиметров, глубина вот этой вот птички такой. И здесь, соответственно, если раскрыть, тоже вот она есть. Еще из тафты мы выкраиваем пояс. Длина пояса. Я сейчас его построю с небольшим запасом. Я сделаю просто на 3 сантиметра в полуобхвате больше. То есть у меня 32 моя рабочая мерка, полуобхвата талии плюс 1 сантиметр, припуск на шов 33. И еще я возьму плюс 3 сантиметра, то есть 36 сантиметров. Далее из фатина я выкраиваю прямоугольник. Используемый мной фатин продается шириной 3 метра. Я использую английский фатин. Вы можете использовать, например, еврофатин. Чем будут отличаться эти два вида фатина? Английский чуть-чуть более жесткий. По внешним признакам, как отличаются между собой эти два вида фатина. В первую очередь, когда мы делаем свой выбор в момент покупки фатина, мы обращаем внимание на ячейки, из которых наш фатин состоит. Ячейки могут быть в виде сот, в виде ромбов и в виде квадратов. Еврофатин — это самые меленькие соты, английский фатин — это ромбы.
Есть в виде ромбов фатин шириной 1,82 метра. Это самый, можно сказать, уже даже не мягкий, а уже ближе к жесткому фатин. Вот я использую не такой, я использую достаточно мягкий, чуть-чуть менее мягкий, чем еврофатин. Итак, беру, выкраиваю прямоугольник длиной, ширина, вернее, используется вся ширина рулона фатина, то есть 3-метровая ширина, а вот длина отреза получается у нас, высчитывается следующим образом. Длина юбки плюс припуск на шов по линии талии плюс 2 сантиметра, это коэффициент. В процессе изготовления поймете для чего. И потом всю эту сумму величин мы умножаем на 2. Например, длина юбки 28 плюс припуск на шов 1 сантиметр плюс 2. Итого получается 29, 31. Теперь 31 умножаем на 2. Получаем 62 сантиметра. То есть таким образом нужно выкроить прямоугольник длиной 62 сантиметра, соответственно закупить сантиметров 70, потому что мы всегда еще немножечко выравниваем фатин. Итак, после того, как наш фатин выкроен, переходим к пошиву. Беру свой фатин, выкроенный уже прямоугольник, и подвигаю к себе 2 вот этих среза. Скалываю их булавками. Итак, сколола булавками, теперь непосредственно перехожу к пошиву. Я сейчас прокладываю шов на ширину лапки. Начинаю свой шов не от среза фатина, не от этого среза, а на 5 миллиметров. Дальше, вот в эту сторону двигаюсь, на 5 миллиметров от этого среза ниже начинаю свой шов. В начале шва и в конце шва обязательно закрепка. Ширина стежка на машине выставляю 3 миллиметра, 3-3,5. Некоторые мастера могут сделать и 5 миллиметров, но это уже каждый мастер опытный решит для себя сам. Я выставляю 3 миллиметра, 3-3,5. Итак, натяжка нити, натяжение нити выставляю 4. Вы на своей машине заранее должны проверить сами свое натяжение нити. Где-то это может быть 5 у кого-то может быть 3. То есть с каждой машиной на одно деление может быть какой-то нюанс. Завершаю свой шов, не доходя тоже 5 миллиметров до вот этого теперь среза. И делаю закрепку. Материал движется сначала от меня, а как только я нажимаю этот рычаг, материал двигается ко мне, то есть идет в обратную сторону. Таким образом мы прокладываем закрепку. Длина закрепки 1,5 сантиметра. Теперь срезаю лишний фатин. Оставляю вместо ширины лапки, оставляю здесь 1 миллиметр. Получается вот такой результат. Теперь опять сажусь за машину. И вот от этого шва, только что нами сделанного, на расстоянии 1 сантиметр прокладываю первый шов. Ширину стежка теперь я выставляю 5 миллиметров. Вот здесь ширина стежка. После этого прокладываю первый шов. Полностью мы сейчас что сделали вот этим средним швом? Мы закольцевали фатин. Наша 3-метровая полоска прямоугольная превратилась в кольцо. Теперь мы прокладываем первый шов для присбаривания дальнейшего.
заканчиваю свой первый шов. В начале и в конце шва здесь, в данной ситуации, закрепку мы не делаем. Просто вытягиваем ниточку и срезаем ножницами. Прокладываем еще один такой же шов. Полностью по кругу наше кольцо из фатина мы сейчас таким образом еще раз прошиваем. У нас получаются две параллельные строчки. Так, поворачиваю фатин к себе другим таким же срезом и проделываю такую же операцию с другой стороны. Но для этой стороны я выставляю ширину стежка не 5 мм, а 4 мм. Такая ширина стежка позволит мне сделать на 20% больше сборочек с этой стороны. То есть сделать погуще. Прокладываю первый шов, напоминаю, ширину 1 см, второй на ширину лапки в сторону от него. Итак, со второй стороны по второму срезу я проложила такие же две параллельные строчки. Теперь возвращаюсь к первому, к тому, который я присборивала шириной стежка, вернее прошивала шириной стежка 5 мм. Обращаю внимание на свои ниточки, с какой стороны нитка более стянутая, с той стороны, за те два конца и начинаю как бы вытягивать эту нитку, тянуть на себя. И так присбориваю по всему кругу, то есть полностью по всему кольцу прошитому. Сделаю это за кадром. Сейчас трудимся с тафтой. Берем машинку и прокладываем соединительный шов вот по этой линии. Беру юбочку свою, натягиваю ее на гладильную доску и разутюживаю этот шов. То есть в две стороны раскрываю. Теперь обметываем. Если у вас нет оверлока, вы можете обработать срезы косой бейкой. На данном этапе хочу обратить ваше внимание еще раз на фатин, на то, какой он идет у нас в рулоне. Смотрите, когда мы его покупаем, он у нас сложен в 4 слоя. Таким образом, у нас получается, что есть сгибы и есть срезы нашего фатина. Вот сейчас я хочу обращаю ваше внимание непосредственно на сгибы и на их количество. Вот один у нас сгиб, вот я вам его показываю. Это посередине нашей ширины пополам сложено. И еще раз пополам нам дает еще два сгиба вот с этой стороны, один и второй. Для чего я вам сейчас все это показываю? Когда мы выкроили нашу полоску из фатина, мы его не утюжим. У нас есть такие же сгибы, они сохраняются. То есть сейчас эти сгибы заутюженные, заложенные в рулоне, мы используем для себя как метки. Центральный сгиб, вот он у меня, центральный сгиб, вот он идет от низа и по всей длине. Я прикладываю, допустим, к центру моей юбки, по переду. Сейчас я это сделаю. Это просто я вам показываю, как облегчить себе путь, на что ориентироваться. Итак, центральный сгиб уже вот он поднимается, переходит в сборочку. Я смотрю внимательно, даже если на камере видно не очень хорошо, в реальной жизни вы этот сгиб увидите. Прикладываю его к центральной засечке на своем полусолнышке. Прикладываю и прикалываю булавочкой.
Это для того, чтобы сейчас правильно подогнать нашу сборочку. Теперь нахожу боковые. Один боковой, смотрю внимательно, как он у меня отсюда переходит, куда он идет, внимательно, внимательно. Нашла, заколола булавкой. Вот. Второй точно такой же нашла, внимательно смотрю, куда он уходит, и тоже заколола, но уже вот оба их общей одной булавочкой. Теперь вот эту булавочку я стыкую с вот этой боковой засечкой. Юбочка у меня сложена пополам, как вы понимаете. Ну и шов, который мы прокладывали по фатину, это у нас шов будет по линии середины спинки, стыкую с одноименным ему таким же швом по линии середины спинки, но на тафте, на подкладке. Теперь возвращаюсь к нашей сборочке, подтягиваю все ниточки до нужной мне длины здесь и здесь. Завязываю самые длинные, которые уже между собой, когда я подогнала всю нужную мне длину. Завязываю на узелочек. И после того, как завязала, у меня здесь уже распускаться мои сборочки не будут, они зафиксированы. Я равномерно еще раз все распределяю, чтобы не было так в одном месте очень густо, а в другом месте очень пусто. На глаз, но максимально равномерно. Теперь перекалываю булавки по боковым засечкам. Мне нужно, чтобы они сейчас сохранились, они мне еще нужны. Но в принципе, если булавка какая-то вывалилась, я опять-таки могу посмотреть на этот сгиб, по которому я ориентировалась. Беру свою юбку, выворачиваю ее так, чтобы передо мной теперь была лицевая сторона. И подкалываю линию середины спинки к линии середины спинки. Закладываю внутрь свой фатин, так, чтобы сейчас на меня смотрела не лицевая сторона вот этого шва, а именно припуск. Вот этот припуск должен сейчас смотреть на меня. Вот таким образом прикладываю. У нас потом, когда верхний слой мы пришьем тоже, вот этот припуск у нас будет закрыт. Вот так. Он окажется весь внутри. Пока мы его видим именно перед собой. И прикасаюсь вот я к нему сейчас пальцами, к срезам этого припуска 1 мм. Все, теперь уравниваю боковую метку с боковой отсечкой на юбке. Прикалываю полностью по кругу и иду к машине. Итак, вот я подколола полностью по всей окружности по линии талии фатин к тафте. Вот что у нас на данном этапе, как наша юбка выглядит. Теперь прокладываю соединительный шов, но такой как бы вспомогательный. Ширину стежка здесь можно взять пошире, 5 мм. Так, убираю вот эту часть машины, как всегда, и прокладываю шов. Кому-то будет удобнее ориентироваться на вот этот первый шов, который мы прокладывали, самый-самый первый. После того, как этот шов сделан, теперь я что делаю? Все нитки от присбаривания и вообще все нитки по этому шву лишние я убираю.
противоположной стороны свой фатин я уже тоже присобрала, то есть я стянула эти ниточки. Предварительно я на уровне линии середины переда, там где был те же самые сгибы, по которым я ориентировалась, я заколола 3 вот такие булавочки. Вот, и уже все стянула. Что я делаю теперь? Так, беру заранее подготовленный декор, ложу так, как мне удобно. Весь наш заранее подготовленный декор сейчас распределяем по юбке в нужном порядке. Затем мы его либо пришиваем, эти цветы, к фатину в нужном месте, либо припаиваем, но ни в коем случае не приклеиваем клеем. Натягиваю фатин. После того, как распределила все цветы, беру свой вот такой инструмент, выжигатель по ткани. Обязательно посмотрите сейчас внимательно на насадку. Она очень тоненькая, она получается у нас таким острым конусом заканчивается. Вот именно этим конусом раскаленным я сейчас буду прикасаться и ставить такие как бы точечки. Как я это делаю? Вот, допустим, у меня вот такой цветок. Я отгибаю лепесток. В процессе изготовления изготавливались эти цветы тоже при помощи этого выжигателя. Как именно в ходе этого мастер-класса вы увидите, я вам все это покажу. Это все будет доступно в YouTube для вас. То есть все вот эти точки я еще раз рядом, вернее, с ранее нанесенными точками проставляю новые точки. Опять отгибаю лепесток и ставлю такие точечки. Это делается очень быстро. Давайте без комментариев просто сделаю эту работу хотя бы вот на этом участке. Где-то рядом тоже, допустим, прихватываю, но так, чтобы эти точки не были видны впоследствии. Все, таким образом наши цветы припаиваются к фатину. Фатин, хоть мы тут и нарисовали разные дырочки, фатин — это материал, который, собственно, из дырочек, то есть из ячеек, можно сказать, из дырочек состоит. Поэтому это здесь допустимо. Если нам надо пришить, точно так же отгибаем лепесточки и по этим же участкам по кругу вперед иголочкой продвигаемся в 2 нитки и пришиваем каждый цветочек в отдельности, там, где мы захотели. Аккуратно все это убираю. Самый идеальный вариант стекла — это, конечно, меньше по размеру. Это не с такими острыми краями, а с тупыми, но стекла вот имеют такое свойство, они бьются. И бывает так, что вот сейчас надо с тупым краем, а вот нету. Поэтому если вдруг что-то такое, что за рамками нормы, очень внимательно и очень аккуратно. А так, как вы видите, работать можно. Но опять-таки то, что острые края, это тормозило работу. Работа выполняется, вот это припаивание, очень быстро, гораздо быстрее, чем пришивание. Теперь вот этот свободный край поднимаю и подкалываю к линии талии. Сейчас чуть-чуть выверну. Подкалываю по кругу булавками свой фатин. Где нужно подтянуть сборочки, подтягиваю, если есть такая необходимость. Все, работа полностью выполнена. И добавляю лепестки. Заполняю там, где я считаю нужным. Ну, так, равномерно располагаю их внутри, между слоями фатина. Теперь
прокладываю машинный шов по кругу. Итак, вот работа полностью выполнена, машинный шов проложен. Теперь иду к утюгу и приутюживаю припуск шва. Но аккуратно горячим носиком продвигаюсь, не доходя до соединительного шва. То есть нужно приутюжить только припуск. Таким образом я убираю толщину вот этого фатина. И так по кругу до конца. Вот смотрите, насколько здесь пушистый край и насколько здесь он плоский. Смотрите. Видите, насколько он здесь плоский и насколько вот этот большой и пушистый. Вот, буквально одновременно я вам сейчас попытаюсь показать. Надеюсь, на камере это тоже мы с вами сможем увидеть. Вот, между пальцами. Вот, неутюженный и отутюженный. Поехали дальше, работаем. Теперь переходим к работе с поясом. Убираю пока юбку в сторонку и работаю с поясом. Теперь беру пояс, выкроенную заготовку, раскладываю вот так и теперь складываю пополам вот так. То есть вот этот срез с этим срезом уравниваю. Вот этот с этим. Или можно сказать наоборот, этот с этим. В общем, эти два среза уравниваю между собой. От начала, вот начало пояса, допустим, с этой стороны мне удобней начать свою работу. Полностью приутюживаю так весь пояс. После того, как пояс заутюжили, подготовили к работе, теперь берем опять нашу юбку, берем булавки и делаем примерку пояса с целью четко замерить длину этого пояса, излишек срезать. Уравниваю вот этот срез от одного из этих срезов пояса, этого или этого, любого, откладываю ту ширину шва, которую я предусмотрела. Я предусмотрела 1 сантиметр. Вот 1 сантиметр я и откладываю. Наношу предварительную линию. Так, теперь совмещаю вот эту линию синюю с линией середины спинки на юбке. Ну вот с этой стороны внимательно смотрю, все хорошо видно. Если нужно, вот так для себя булавочкой заколите здесь и проверьте, как вы совмещаете. Вам это будет видно у вас под руками. Так, и по кругу тоже накалываю вот этот пояс. Здесь можно вот так булавками работать. Так будет быстрее. Все это до конца сделаю за кадром. Итак, я заканчиваю подкалывать. Мне остается одна булавочка. Вот ее я подкалываю. Довожу до вот этой булавки. Отогнула вот этот короткий срез. И вот в эту же булавку, перпендикулярно подколотую, я прокалываю
сейчас еще одну булавку, также перпендикулярно. Теперь, уравнивая с вот этим срезом коротеньким, я наношу здесь меточку. По этой метке я сейчас проложу линию, но в начале убираю все булавки и снимаю пояс. Все, примерка пояса завершена. Мы уточнили длину нашего пояса. Выкладываю пояс на стол и по этой меточке провожу перпендикуляр. Перпендикуляр к вот этому, к вот этой заутюженной линии. Или к срезу перпендикуляр, как угодно здесь можно высказаться. Все. Излишек срезаю ножницами. Здесь уже с учетом припуска на шов, который мне тоже понадобится сейчас делать. Вот на данном этапе уместно сказать о формуле расчета ширины пояса. У нас с вами есть всегда какая-то ширина резинки. Мы замеряем эту ширину резинки, и у нас есть высота резинки. Вот эти два параметра мы записываем. Ну, высоту как ты измеришь? Приблизительно на глаз это 1 миллиметр. Итак, у меня ширина резинки получается 2,1, то есть 2 сантиметра 1 миллиметр по замеру по линеечке. Теперь плюс 1 миллиметр, я считаю, это высота резинки, плюс 2 миллиметра я беру на то, чтобы резинка легко проскользила внутри пояса. И плюс мне еще нужен вот здесь по этому срезу припуск на шов. Плюс 1 сантиметр. Все эти параметры нам еще нужно умножить на 2. Итак, у меня получилось 6,8. Ширина моей резинки, вы помните, я вначале говорила 6 сантиметров 8 миллиметров. Вот откуда она берется. Итак, еще раз, теперь уже запишу эту формулу. Ширина пояса равна ширина резинки плюс толщина этой же резинки плюс коэффициент на скольжение, то есть 2 миллиметра я взяла. Для меня 0,2, 2 миллиметра самый оптимальный коэффициент. Итак, 2 миллиметра и плюс припуск на шов. Все эти параметры умножаем на 2. Полученный результат есть наша ширина пояса. Надеюсь, вы меня поняли. Теперь беру свой пояс, складываю вот этот срез с этим срезом, уравниваю. Скалываю булавочкой, то есть подготавливаю к дальнейшему соединению. Но здесь тоже есть один важный момент, и я хочу его обязательно озвучить. И для новичков, и не только для новичков. Я считаю, что это очень важно. Итак, вот у нас будет прокладываться шов по линии середины спинки. Наш соединительный шов. Он у нас закончится не здесь, он у нас будет продлеваться от этого среза до этого среза. Поэтому я сейчас его предварительно намечу. В каждом шве у нас обычно в начале и в конце шва по одной закрепке. То есть у нас 2 закрепки. Одна в начале, вторая в конце. В этом шве их будет не 2, а 3. Первая в начале шва. Вторая за вот эту линию середины вот этого пояса, за утюженную линию, я зайду буквально на 1 стежок дальше. То есть вот отсюда до сюда, где-то на расстоянии здесь длина закрепки 1 сантиметр и здесь длина закрепки 1 сантиметр. Ширина соединительного шва оптимальная 3
миллиметра. 2,5-3 миллиметра ширина стежка, я имею в виду. Вот я прокладываю шов, выставив на машинке ширину стежка 3 или 2,5 миллиметра. Как вы считаете правильным? Я возьму 3 миллиметра. Для меня это оптимальная тоже ширина стежка. Итак, в начале шва закрепка. Вот здесь будет на один стежок дальше вот этой заутюженной линии. Вот заутюженная линия. Черным цветом я ее сейчас навела, чтобы вам было чуть-чуть лучше видно и понятнее. На один стежок я зайду дальше, чтобы сделать вторую закрепку, и продолжу до конца, и в конце шва тоже сделаю закрепку длиной 1 сантиметр. Перед тем, как прокладывать последнюю закрепку, я еще раз прикладываю резинку и перепроверяю себя. Вот смотрите, здесь у меня сантиметр, здесь у меня на один стежок дальше, и как раз резиночка легко будет скользить. В принципе, я могу себя не перепроверять, но если я новичок, я себя перепроверю. Это не лишнее. Итак, я проложила свой шов уже за кадром, теперь иду к утюгу. Разутюживаю припуски на шов. Даю 1 минуту остыть ткани. Этого достаточно. Чтобы это проходило все быстрее, убираю с гладильной доски, поскольку доска также горячая. После того, как материал остынет, отгибаю один из припусков на шов, любой, этот или этот. Нахожу участок между второй и третьей закрепкой и вынимаю нитку, то есть делаю подрез, лишнюю нитку убираю, и у меня останется здесь в поясе отверстие, через которое потом впоследствии буду продевать резинку. Все, распарывателем лишнее убираю. Что у меня получилось в результате? Складываю и смотрю. Беру край своей резиночки, если мне интересно, и как бы пропихиваю внутрь этого отверстия. Через отверстие прокладываю внутрь резинку. Вот таким образом, как видите, все очень четко получается. Теперь беру нашу юбку. Беру свою юбку и беру свой пояс. И беру такую сторону пояса, которая вот с вот этим нашим отверстием под резинку. Она сейчас, вот эта сторона, вот это отверстие смотрит на меня. Вот эту линию середины спинки уравниваю с линией середины спинки на юбке. Прикладываю, то есть одноименные линии друг к другу. И по кругу юбка, вы видите, тоже ее лицевая часть сейчас смотрит на меня. Полностью по кругу прикалываю пояс по юбке. Двигайтесь, как вам удобно, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Я, проколов одну булавку, чуть-чуть как бы расправляю пояс, немного вроде бы как бы его натягивая, но не натягиваю, просто расправляю аккуратно пальцами. И тоже линию на юбке, ту же самую линию талии я сейчас тоже расправляю. Вот здесь подтягиваю пальцами и вот здесь. И не спеша по кругу накалываю пояс таким образом до конца. Сделаю уже до конца за кадром. Все, пояс подколола. Теперь выворачиваю свою юбку наизнанку. Вот так. Теперь опять прокладываю шов по линии талии.
Ширина стежка 3,5 миллиметра. Ширина шва 1 сантиметр. Теперь сажусь за оверлок и эту же нашу линию, над которой мы трудимся, обметываю оверлоком. По кругу до конца. Оставляю цепочку себе приблизительно такой длины, для того, чтобы сделать вручную закрепку этого шва оверлочного. Беру в руки свою цепочку и внимательно на нее смотрю. У меня здесь из 4 ниток состоит этот оверлочный шов. Я вижу такие воздушные вокруг петли и вижу по центру, как стол проходит 2 нитки. Вот именно эти 2 нитки я нахожу. Завожу, например, булавку или иголку, или острие распарывателя, вот таким образом, и вытягиваю их. Это обеспечит быстрое распарывание этого шва сейчас. Его нужно чуть-чуть до основания, до вот этого среза распороть. Что я и делаю. Делаю я это быстро, как видите. Теперь я беру машинную иглу, можно сделать обычной, но мне удобнее машинной иголкой. Прежде чем ее взять, я перевяжу эти 4 нитки попарно между собой, 2 и 2 сложила, и вот завязываю одним общим узлом в этот раз. Теперь вот в этот небольшой промежуток, вот он здесь, или если хочу с другой стороны, завожу свою иглу. И хочу по одной нитке, хочу по 2 в ушко. Прокладываю, как у меня входит здесь. И вытягиваю еще раз. Прокладываю нитку в отверстие игольное. Так, вытянула. После того, как все 4 нитки у меня оказались вот в этом кармашике, куда я их вытягивала, я их еще раз на узелок завязываю и обрезаю прям возле припуска на шов. Только аккуратно, чтобы не срезать то, что не нужно, чтобы все нужное одним словом осталось. Все, закрепка сделана. Теперь протягиваю резинку через вот это отверстие. Итак, я уже вдела свою резинку и хочу вам дать пару подсказок еще, как облегчить себе сейчас труд. Смотрите, я пока ее не обрезаю с бобиной. Если вы шьете одну юбку, просто купите чуть больше резинки, например, 1 метр резинки. Вам будет легче сейчас с ней работать. Итак, я не обрезаю, но я предварительно разметила, сколько мне надо именно какой отрез. Вы сейчас увидите эту метку тоже. Прежде чем прокладывать внутрь резинку, я ее загибаю пополам. Вот таким образом, только после этого прокалываю булавку. Вот так она у меня быстрее проскользит по внутренности пояса, и быстрее я ее вытащу. Излишний участок, излишняя длина позволяет мне спокойно, не беспокоясь, продвигать ее так, как мне надо, потом расправить. Если перекрутилась она внутри, опять-таки расправить ее. Только после этого я убираю излишек и ищу именно свою метку, которая была нанесена. Вот она, вот здесь. И уже по этой метке я срезаю ножницами. Впоследствии соединяю 2 конца за машиной. Все. Но изначально излишек, как я уже сказала, я не обрезаю. Это мне значительно облегчает труд вот на этом этапе. И вам облегчит тем более. Итак, вот я соединила оба конца своей резинки. На машинке прострочила. Теперь расправляю аккуратненько еще раз. Для того, чтобы при использовании наша резинка не перекручивалась, нахожу в начале, где у меня линия середины переда. Вот так делаем.
Вот у нас линия середины спинки, натянули, вот на этом уровне линия середины переда. Я ее все еще вижу, у меня здесь заутюженная вот эта линия. В процессе раскроя, как она была, так она у меня до сих пор и есть. И прокладываю вот такой шов. Вот как булавку проколола, такой же шов и прокладываю на уровне боковых линий. Совмещаю эту метку с линией середины спинки. Вот. Нахожу, сейчас, чтобы было яснее, подколю еще линию середины спинки. Вот две булавки. Спинка, перед. Совместила эти булавочки, натянула свой поясок вот на этом уровне приблизительно. У нас боковая линия. Со второй стороны юбки поступаю аналогично. Если в одну сторону несколько миллиметров вправо или влево, там, или полсантиметра, здесь существенной роли не играет. Ну, стараемся так, чтобы было приблизительно по бокам. Теперь назад, теперь опять вперед, и теперь обратный ход, еще раз назад. Все, срезаем нитки. Все, наш пояс готов, все закрепки вот у нас прошиты, все три. Теперь работаем с линией низа. Беру свой ригелин и вот этот угол кладу на срез линии низа. Я уже почти закончила свой шов и хочу еще на один нюанс обратить ваше внимание при работе вот непосредственно с линией низа. Предварительно, перед тем как шить, его не нужно утюжить для того, чтобы вот эту линию низа как бы чуть-чуть растянуть, потому что вот этот край, он должен быть у нас немножечко больше. Сама эластичность вот самой вот этой вот тесьмы, или как ее сегодня называют, это мягкий ригелин, так вот сама эластичность этого мягкого ригелина, растяжимость, он сам по себе такой, что его не нужно утюжить, его нужно чуть-чуть просто прям вот под иголочкой, под лапкой машины, просто чуть-чуть его придерживаете, и получается, что этот край у вас, этот край тесьмы не растягивается, а этот чуть-чуть вы ему придаете нужный изгиб для вашей линии низа. Это очень просто, дольше я рассказываю. Я просто видела, как некоторые мастера перед тем, как пришивать, утюжат его, специально растягивая вот этот вот край. Не надо этого делать, это лишняя работа. Вот, теперь я, завершая свой край, внахлёст выкладываю ригелин, и до вот этой линии середины спинки, вы видите, я начинала приблизительно сантиметров на 6-7 дальше вот этого соединительного шва, начинала притачивать свой ригелин. И заканчивать я буду тоже на приблизительно такое же расстояние дальше в эту сторону. Но я сейчас двигаюсь только до линии середины спинки. И вот этот край я по-прежнему укладываю, уравниваю с линией среза тафты до вот этой линии середины спинки. Итак, делаю это. Останавливаюсь и обращаю ваше внимание. Теперь вот этот ригелин я не так ложу, а убираю в сторону. И он как бы сходит мягко на нет. Здесь ничего не растягиваю, просто спокойно убираю его в сторону. Так, срезаю лишний ригелин вот таким образом. Вот так. Теперь иду за утюг и отутюживаю, перегнув вот таким образом, отутюживаю полностью эту линию по кругу. Итак, отгибаем и утюжим.
вот так теперь отгибаем наш ригелин, подтягиваем здесь материал, чтобы у нас шов получился. В результате вот эта часть была максимально узкая, насколько это возможно. Это зависит от той ширины лапки, которая у нас была изначально, на которую мы с вами и ориентировались. Опускаем иголочку. И все время вот эту часть пальцами чуть-чуть натягиваете, а теперь вот эту другим пальцем другой руки тоже подтягивайте как бы в разные стороны. Таким образом у вас получается немножечко более узкий, более аккуратный шов. И так по кругу полностью всю линию низа до конца. Здесь уже сложностей никаких нет. Одно единственное, что вот то, что я уже сказала, подтягиваем в одну и во вторую сторону. В противоположные друг от друга стороны мы раздвигаем пальцы рук. Шов, который мы прокладываем меньше, чем на 1 мм или на 1 мм от вот этого, от первого соединительного шва. Вот у нас соединительный шов, который мы соединяли ригелин с тафтой. И вот от него, вот уже когда мы вывернули, от него буквально вот на 1 мм или вот даже еще меньше, в идеале еще меньше. Максимально близко к нему. Тогда у нас получается красивая, аккуратная работа. Все, наша юбка на этом готова. Это без дополнительных подъюбников, кринолинов и так далее. Вот такая пышность, какая она есть естественным образом. Если хочется попышнее, значит нужно сделать дополнительный подъюбник. Просчитываю расход тафты. На этот расход у нас здесь влияет несколько параметров. Во-первых, формула радиус 1 и радиус 2. Также влияет ширина пояса, которая зависит от ширины резинки, так как у нас юбка с поясом на резинке. Итак, радиус 1 мы высчитываем по формуле 1/2 полуобхвата талии плюс 5. Вы можете использовать свою формулу. Радиус 2 равен радиус 1 плюс длина юбки. Не просто длина юбки, а рабочая длина юбки. Что это значит? У нас есть длина юбки, у меня в данной ситуации 28 сантиметров. У меня будет еще припуск на шов. Это влияет на расход материала. Длина в готовом виде 28, рабочая плюс 1 сантиметр. 1 сантиметр это припуск на шов. Итак, рабочая длина 29 сантиметров. Радиус 1, полуобхват талии. Полуобхват талии по замеру у меня 26 сантиметров, но у меня еще будет рабочий полуобхват, то есть рабочий будет больше, чем естественный, так как юбка на резинке, и мне ее нужно сделать в талии пошире, чтобы можно было легко проникать без всяких молний и иных застежек. Итак, полуобхват талии естественный 26 сантиметров, я хочу сделать на 6 сантиметров в полуобхвате больше, то есть на 12 сантиметров в полном обхвате буду делать юбку больше. Итого полуобхват 32 сантиметра. Вот в эти формулы я подставляю вот эти параметры: рабочий полуобхват и рабочую длину. Итак, радиус 1 будет у нас равен 1/2 от 32, 1/2 от рабочего полуобхвата талии, от 32 плюс 5. Получается 16 здесь у нас, и здесь плюс 5, 21 сантиметр. Радиус 2 у нас равен радиус 1 плюс длина юбки рабочая. Итак, радиус 1 21, рабочая длина юбки 29, итого 50 сантиметров. То
То есть расход на саму юбку 50 сантиметров. Плюс у нас будет по срезу еще небольшой участок для припуска по среднему шву. Возьму, допустим, 52 сантиметра. 52. И ширина пояса, как я уже говорила, зависит от ширины резинки. Я возьму ширину пояса 7 сантиметров. У меня она там по расчетам 6,8. Итак, 52 плюс 7 это 59 сантиметров. То есть расход на юбку, на саму юбку 52 я взяла и 7 сантиметров вот на то, чтобы выкроить пояс, так как юбка у нас с поясом. 59. Еще один фактор влияет на расход материала. Когда вы идете и покупаете только на одну юбку, у нас, я не знаю, как в той местности, где вы живете, продают материалы, но у нас очень многие материалы не режут ножницами, а надрезают в нужном месте, потом разрывают. Из-за этого многие материалы, многие или некоторые, во всяком случае, вот сейчас тот материал, с которым я работаю, это тафта подкладочная, закосили очень сильно, закосили приблизительно на 20 сантиметров. Поэтому изначально, зная этот нюанс, и никуда я от этого деться не могу, значит, я беру себе не 59, а беру себе 80 сантиметров, то есть на 21 сантиметр больше. Моя тафта, вот те 20 сантиметров, на которые закосили ее, поэтому приходится покупать больше. Вот этот участок сейчас для построения мне нужно выровнять. Я складываю кромка к кромке. Вот таким образом по длине весь свой отрез. И вот от этой линии я уже здесь построю сейчас новую, по которой я буду и ориентироваться. То есть я построить сейчас должна фактически прямой угол. От этой точки, это будет у меня центр, от которого я буду откладывать первый радиус, а затем второй радиус. Итак, как вы уже поняли, я откладываю первый радиус. Так, у меня радиус первый по просчетам 21, минус мой припуск на шов. Из этого 21 я вычитаю 1 сантиметр, то есть размер припуска. Если у меня припуск, допустим, 1,2 или 1,5, значит я должна вычесть вот эту цифру 1,2 или 1,5. У меня 1, поэтому 1 сантиметр я вычитаю. Сразу строю радиус, давайте еще назовем его радиус первый рабочий. Итак, все время я откладываю 20 сантиметров. По линейке замеряю, в эту точку ставлю нолик и здесь останавливаюсь возле 20 и строю дугу. Дольше рассказывать, чем делать. Делать очень быстро. Если у вас мало опыта, чем гуще вы сделаете эти штрихи, тем лучше. Теперь откладываем радиус второй тоже вот из этой же точки, подобно радиусу первому. Итак, радиус второй у нас 50 сантиметров. У вас ваша мерка может быть другая. Это у меня он 50. Итак, я отложила второй радиус, но еще мне нужно отложить припуск на шов по линии середины спинки. Вот эта линия будет у нас линией середины спинки. Вот она у нас будет проходить. От нее, получается, я сейчас ближе к себе должна сделать шаг, то есть вот таким образом отложить 1 сантиметр. То есть вот эта линия у нас 1 сантиметр. И вот сразу хочу вам показать. Смотрим на эту линию, и у меня горячий утюг. Вы видите, линия исчезает. Вот. Серия пилот, ручка пиши, стирай. Если вы постоянно занимаетесь шитьем, вам подобная ручка пригодится. Итак, теперь я беру и выкраиваю.
сейчас на этом этапе лучше сколоть булавками, чтобы у нас ничего не поползло, не поехало. Вы можете чуть раньше сколоть булавками. Тут уж кому как удобно. Продвигаем лезвие ножниц по меточкам нашим. Все, заготовка наша готова. Теперь я беру чуть-чуть приутюживаю. Делаю ножницами небольшую такую засечку, как бы галочку. Теперь вот эту линию, только что заутюженную, я кладу к синей линии. Чуть-чуть приутюживаю на уровне боков. И тоже делаю небольшую засечку длиной где-то 5-7 миллиметров глубина вот этой вот птички такой. И здесь, соответственно, если раскрыть, тоже вот она есть. Еще из тафты мы выкраиваем пояс. Я чуть-чуть приутюживаю свой материал, чтобы было удобней его выкроить. Длина пояса. Я сейчас его построю с небольшим запасом. На длину нашего пояса влияет наш полуобхват талии рабочий плюс припуск на шов. В качестве припуска я здесь тоже возьму 1 сантиметр. Но в процессе изготовления по линии талии вот здесь наша юбка может растянуться. Но так как я хочу раскроить все в самом начале, я сделаю просто на 3 сантиметра в полуобхвате больше. То есть у меня 32 моя рабочая мерка. Полуобхвата талии плюс 1 сантиметр, припуск на шов 33. И еще я возьму плюс 3 сантиметра, то есть 36 сантиметров. Высота 6,8. Высота детали 6,8. Для изготовления любого вида цветка нам понадобится стекло. Я имею в виду для изготовления способом выжигания по ткани нам понадобится стекло, на котором мы будем работать. Нам понадобятся шаблоны лепестков. То есть любой цветок, любой, абсолютно любой, состоит из лепестков. Вот нам нужно изготовить лепестки, а затем собрать их в тот цветок, который мы задумали. Итак, в идеале нам нужны металлические шаблоны. В крайнем случае мы можем воспользоваться картонным шаблоном, но картон достаточно быстро начинает гореть. Вот тут видно, что обгорел картон. Как его изготовить, металлический шаблон? Вот самый простой способ — это воспользоваться банкой из-под напитка и сделать металлическую пластину. Затем маркером, который не размазывается, то есть маркер для подписывания дисков, берете и, используя картонный шаблон, заранее заготовленный, уже обводите и делаете металлический шаблон, такой, какой вам нужен в данной ситуации. Также на степень прилипаемости материала к картону или к стеклу зависит выбор нашей насадки. Насадки, которую мы одеваем на наш выжигатель, я сейчас покажу. Самая неприлипаемая из того набора насадок, который есть у меня, это вот такая. Ну вот самая идеальная все-таки. Я перепробовала разные, работала разными, не только этим выжигателем по ткани, но и более примитивными методами. 20 лет назад такого выжигателя не было. Мы из выжигателя по дереву нам делали выжигатель по ткани, и там были совершенно другие насадки, другие иголки. Сегодня мы имеем вот такое уже более профессиональное оборудование. Вот этим работать тоже можно, но сильнее прилипает к стеклу, тем более к картону. Самый идеальный вариант, который и ускоряет процесс работы,
ну, самый идеальный во всем. Это вот такая насадка. Если у вас такая есть, обязательно воспользуйтесь. Итак, после того, как у нас есть все наши необходимые сейчас инструменты, это выжигатель, это стекло, это шаблоны, мы утюжим наш материал, из которого мы хотим сделать наши лепестки. Итак, обвожу лепесток под металлический шаблон. Двигаемся не быстро. Работая с материалом, вы почувствуете, если где-то вдруг плохо пропаливаете вы линию. Материал начнет как бы, вернее, вот эта вот игла раскаленная, она как бы, насадка начнет тормозить немножечко. Работая под металлический шаблон, у меня материал нигде не пристал. Теперь под картонный то же самое, точно такой же лепесток. В зависимости от того еще какой картон, тоже может к более глянцевому, к более гладкому картону меньше пристает, чем к такому ворсистому. Ну вот видите, прилипло здесь. Вот разница в работе между картонным шаблоном и металлическим. Здесь я спокойно убрала. Вот этот нюанс я тоже хотела вам показать. Еще насчет картонного шаблона. Когда, получается, мы наносим маркером, вот если маркером я работаю, да, наношу сами контуры предварительные этого любого лепестка, вот этот цвет зеленый, вот у меня здесь зеленый, он перепечатывается зачастую на сам материал, остается на нем. Поэтому нужно вот эти линии, если вы вынуждены работать картонным шаблоном, срезать и без них уже работать выжигателем. И если у вас такой насадки нет, а вот такая только, или вы работаете паяльником, то приставать к картону будет еще сильнее и обрезать еще сложнее, и работа, хоть и возможно ее выполнить, но выполнять вы будете дольше и тяжелее. Поэтому имейте профессиональное оборудование и необходимые насадки и шаблоны металлические. После того, как мы заготовили все наши лепестки, сколько там их надо, если, допустим, у меня один цветок будет состоять из 8 лепестков, я считаю, какое количество цветов у меня всего будет на платье, и заготавливаю сразу весь общий объем, 100, 200, 300, сколько нужно лепестков, столько заготавливаю. Далее, в зависимости от того, что у меня задумано, я либо наношу дополнительный декор, который я вам сейчас покажу, либо сразу завиваю лепестки. Каким образом мы завиваем однослойные лепестки? Один из способов, и такой самый рабочий для меня, это мы подходим к газовой конфорке, включаем газовую плиту. Вот, допустим, она у нас такого размера, вот такой диаметр. С одной из сторон, например, с этой я подхожу и держу при помощи пинцета вот так на расстоянии 10-15 сантиметров, в зависимости от плотности материала, держу свой лепесток. Буквально 10-15 секунд, иногда и 5 секунд, в зависимости опять-таки от материала, мой лепесток начинает вот так сворачиваться. Вот так. Какой-то свернется чуть-чуть иначе. В общем, так или иначе, они вот так опускаются. Идет сильный жар, сильное тепло, за счет этого материал, вот этот вот вырезанный наш лепесток, приобретает такую как бы закрученную немного форму. Далее мы собираем в бутон. Хотим в розу, хотим в какой-то другой цветок. В общем, как мы хотим. Скрепляем лепестки либо при помощи нитки, либо при помощи того же выжигателя. Вот я сейчас вам покажу вот такой цветок. Дополнительный объем мне нужен для второго ряда лепестков. Здесь еще вот такой завернутый, заранее уже подготовленный наш лепесток. Нужно, сейчас уберу все лишнее. Вот такую как бы маленькую складочку закладываем, раздвигаю двумя пальцами и делаю несколько точек, прожигаю насквозь, проплавляю 3 слоя материала сейчас. Вот мой лепесток готов. Не только для такого, для других цветов это дополнительный объем. Итак, но, как вы видите, мой цветок
он еще дополнительно декорирован, каждый лепесток. Как это сделать? До того, как придавать им вот такую форму над теплом, беру вот просто вырезанный лепесток при помощи выжигателя, беру глиттер, вот он наш глиттер, как бы такой песок блестящий, блестки такие мелкие-мелкие, и беру текстильный клей. Вот здесь тоже очень важный нюанс. У меня два вида клея приготовлено для этого урока. Чтобы объяснить вам, у каждого из этих видов клея есть своя степень густоты. Вот в зависимости от степени густоты уже я думаю, что мне сейчас использовать, потому что будет разный результат. Сразу показываю. Наношу такие как бы точки, и за этими точками тянутся нитки. Что дает этот клей? Допустим, я не хочу вот таких точек, я не хочу вот таких вот дополнительных ниток, каких-то переходов. Хочу, например, просто по контурам лепестка. Этот клей более жидкий. Вот наношу такую как бы потоньше, тоненькую линию, какую я хочу. Вот сколько клея было, где гуще нанесла, там, соответственно, более толстая жирная полоска, где потоньше, там потоньше получается. Значит, если мне нужно, если передо мной стоит задача исключительно тоненькую линию, я стремлюсь наносить тоненькую линию. Одним словом, что нанесли, то и получится в результате.